Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу недельный гороскоп с 18 по 24 августа. Да, дорогие, это видео подходит для всех знаков зодиака. Неважно, по асценденту, по солнцу вы смотрите и в какой декаде. Это абсолютно не имеет никакого значения для этого видео. Это видео просто гороскоп и тенденции следующей недели, в какие дни благоприятно делать определенные действия для того, чтобы они сложились максимально гармонично и с максимальным, естественно, результатом, который мы для себя хотим, чтобы вот он нам нравился. Ну что, ребят, присаживайтесь поудобнее, будем планировать. И если условно поделить следующую неделю, то можно выделить такие две основные части. Первая часть – это начало недели, то есть продолжение настроений этой недели. Еще 17 августа вот у нас тут настроение, запал есть. Он продлится еще 18, 19 и 20. А после уже вторая половина недели у нас будет совершенно на других настроениях, совершенно на других аспектах. Нас будут волновать совершенно другие вещи. И если сейчас вы находитесь в состоянии доделывания каких-то дел, определенных, таких очень важных для себя, например, какие-то мощные сделки, переговоры, договоры, потому что именно сейчас, на настоящий момент времени, и еще до 19-20 августа Меркурий у нас, который во Льве, еще будет в оппозиции с Плутоном, поэтому здесь большие сделки, большие переговоры, очень хорошая история. Если у вас сделки связаны с недвижимостью, это тоже очень хорошо, потому что на этот момент времени еще будет действовать у нас оппозиция, хоть и расходящаяся, да, Марса с Сатурном и Нептуном. Поэтому здесь, если вы, например, решили поменять недвижимость, решили наоборот что-то продать или что-то купить для того, чтобы переехать, хоть это и будет, да, эмоциональной покупкой, потому что здесь Нептун все-таки в таком, я бы сказала, тоже напряженном состоянии, но Сатурн заземляет, поэтому ради земных таких целей и вещей все-таки сделки будут совершаться. Поэтому понедельник, вторник и среда у нас еще моменты настроения прошлой недели. А если мы говорим про новую неделю, да, то про новые аспекты, которые в среду начнут уже складываться, начнут подтягиваться, да, и максимально мы их начнем уже чувствовать, что ни скажи, но в новолуние, да, у нас на этой неделе еще и начинается новый лунный цикл, поэтому здесь, конечно же, вместо Меркурия в оппозиции с Плутоном у нас будет Венера с Плутоном, начнет складываться Марс уже в квадратуре с Юпитером, и Солнце начнет складываться в квадратуре с Ураном. И здесь, конечно же, да, моменты, когда Марс с Юпитером испорченной репутации, нереализованных своих желаний, амбиций, наше внутреннее противостояние. Здесь как раз-таки вопросики ожидания и реальности. Что же мы хотели получить, что же мы сделали или не сделали, и будем сожалеть. Солнце в квадратуре с Ураном – это всегда напряженный аспект, всегда. Но если он совпадает с нашими внутренними моментами реализации, обычно Солнце в оппозиции с Ураном – это когда все то, что давно в нас сидело, все то, о чем мы мечтали, как хотели блеснуть, появиться на публике. Вот этот момент времени, да, он начинает резко из нас выходить и очень часто достаточно криво, нерационально, некрасиво, что мы начинаем портить отношения с близкими. А здесь как раз-таки Венера в оппозиции с Плутоном, здесь Марс в квадратуре с Юпитером, ну и Солнце, естественно, в квадратуре с Ураном. И здесь хорошо бы как раз-таки к середине недели нам всем составить план для того, чтобы, если мы идем, например, на новую работу, если мы идем в новое общество, в новый коллектив, здесь, конечно, бы себя хорошо преподнести, потому что аспекты будут на то, что мы можем со всеми очень сильно ругаться. А если же понимать, какое у нас есть внутри ядро, наша внутренняя самооценка, да, собственно, то есть наш план, и мы, например, решили как-то себя показать, и это не просто всплеск эмоциональный, а это реально наши действия, это как-то новые наши возможности, раскрытие новых талантов, навыков, тогда не получится совсем идеально. Но тогда энергия будет идти совершенно в другом ключе, в совершенно другом русле.
И да, если вы меня спросите, а какие же у нас будут моменты заземления на этой неделе, то здесь, конечно, скажу, что будут моменты заземления. Все-таки у нас и Венера будет в трине с Сатурном. Это такой хороший аспект, который заземляет, но не заставляет нас думать о рациональном, да, все-таки это благоприятные аспекты, когда есть напряженные моменты все-таки, да, и здесь, если есть понимание и здравый смысл, тогда не получится нам, конечно же, испортить все. Но для того, чтобы это понимание и здравый смысл появился, нам самим нужно приложить усилия для осознания тех или иных действий. И сейчас, если же, конечно, расписывать каждый день, какой он у нас будет, да, каким, то 18 августа, понедельник. На небе аспект, на самом деле скажу, что очень потрясающий, если в работе, в творческих моментах вы действуете, продвигаетесь вперед. Если были как раз-таки моменты поиска новой работы, тоже хорошие аспекты. Если это не эмоциональный такой всплеск, вот, потому что до этого месяца у нас был хороших аспектов как раз-таки спокойненько, искать, что-то там приглядываться, присматриваться, то сейчас начнет уже к середине недели, да, у нас вот такая аритмия немножко случаться. Но 18 августа еще только-только начинает, да, у нас сходиться вот эта вот квадратура с Ураном солнечная, да, она еще неточная, то есть эмоции только начинают к нам подкатывать, уже такие отблески, да, что нам, а нам вот так всегда хотелось, а нам бы вот здесь вот всегда хотелось для того, чтобы себя проявить, а вот это нам настолько интересно, а это вообще не интересно. И вот как раз-таки на этой неделе нас всех начнет немножечко бомбить. Кого-то немножечко, кого-то немножечко к концу недели. Но все-таки понедельник будет на таких настроениях все-таки земных, потому что у нас Луна в понедельник в Близнецах, но при этом она у нас к концу дня будет сходиться в квадратуре с Сатурном и Нептуном. Конечно же, здесь эмоции будут, вот нам захочется как-то вот так вот легко, быстро, классно и креативно вот это вот все сделать, но все-таки будут возможны какие-то задержки, остановки, нас будут приземлять и говорить, подожди, надо подумать. Эмоции, конечно же, в нас будут кипеть, потому что здесь еще и квадратура с Нептуном, да, то есть это когда мы вообще не согласны, мы чувствуем себя жертвой, мы чувствуем себя в напряжении. А так Луна в Близнецах, хорошо заниматься информационными проектами, договариваться, в принципе-то. И Марс у нас находится в Весах, и здесь как раз-таки в прекрасном аспекте с Меркурием, который во Льве, то есть выходить на публику в понедельник тоже очень даже хорошо. Имейте при себе план, имейте при себе план, потому что как раз-таки он и будет вас заземлять, чтобы не улететь куда-то. Говорите сильные речи, выходите на публику. Хороший для этого день, хороший день встретиться с друзьями, особенно верными, хороший день для того, чтобы себе что-то интересное купить. Венера еще находится, хоть и в отдаленном аспекте с Юпитером, еще пока 18 августа есть. 19 уже меньше. Все-таки еще будет до 21 числа. 21 не будет, до 20 августа у нас Венера будет в соединении с Юпитером еще за счет того, что у нас в среду Луна туда присоединится, то есть Луна будет держать этот такой потрясающий аспект. Это будет финальный день такой благоприятного отдыха, окончания, хороших покупок, совершения, да, но это про среду. Про вторник. Вторник, 19 августа, достаточно такой напряженный день, агрессивный день, несмотря на то, что Луна у нас в раке, несмотря на то, что Луна в раке, и по всем астрологическим показателям это считается благоприятный, классный, расслабленный день, когда вот мы захотели и сделали, но Луна у нас будет в квадратуре с Марсом, а это аспект, когда нам хочется кричать, ругаться, всем что-то доказывать, однозначно всем очень много. Марс в этот момент в весах, вроде партнерский, но если Марс в весах разозлить, мы начинаем драться. И даже те самые устойчивые к агрессии люди, они начинают задираться первыми, потому что не хотят, чтобы агрессия была к ним допущена в самом начале отношений, когда, казалось бы, мы думали, что мы уже договорились, что мы думали, что у нас уже все сложилось, но нет. Поэтому здесь во вторник будьте аккуратны,
Достаточно агрессивный день, и как раз-таки Луна в квадратуре с Марсом может все испортить. Мы можем все испортить, да. Аспекты все-таки дают нам тенденцию, но если у нас есть внутреннее ядро, есть наше внутреннее состояние и понимание, что мы владеем своей жизнью, владеем ситуацией, даже там, где мы не то слово подобрали, мы можем извиниться, мы можем начать сначала, мы можем еще раз подойти и сказать, мы что-то не доделали, правильно ли мы друг друга поняли, или все-таки, может быть, нам здесь нужно договориться, потому что здесь, если приложить усилия во вторник, получится договориться. А так, если не прикладывать усилий и думать, что если с первого раза ничего не получилось, то это судьба. Вообще нет никакой судьбы. Есть только мы и наша настойчивость. И вторник – это потрясающий день для того, чтобы наша настойчивость как раз-таки нам помогала. А если мы решили схалявить, расслабиться и сказать, ой, все, как-то вот это вот не наше, тогда, естественно, будет получаться криво, ничего не получится, получится поругаться однозначно факт, получится испортить отношения, сорвать сделки точно, но все-таки я за то, чтобы мы договаривались. И тогда по итогу этого дня, как правило, всегда наступает момент, когда мы себе говорим, блин, какие мы молодцы. И если же результат во вторник мы не получим, то следом идет благоприятный день, очень благоприятный день, когда Луна у нас как раз-таки будет между Венерой и Юпитером, благоприятный стелиум в раке, и здесь, конечно же, уже совершенно другие эмоции, да, то есть здесь, скорее всего, если во вторник у нас не будет результата, да, мы в таком подвешенном состоянии будем, главное не уходить в агрессию. Если хочется поагрессировать, пойдите побегайте, отлично для этого момента. Побегайте, отожмитесь, подтянитесь, потратьте все свои силы, не знаю, с прогулками с собакой, только не портите себе репутацию, жизнь. И если вы точно понимаете, что эта ссора и скандал вам будет вообще никак неуместно в вашей жизни, будьте мудрее. И да, среда потрясающий день. Хочу сказать, что один из потрясающих дней на следующей неделе, потому что следом действуют у нас совершенно другие эмоции, аспекты. Вот здесь после среды, в среду что? Отдыхать, ходить на свидание, гулять, на шопинг, прекрасное время, да, что-то поменять в образе, в имидже, стиле, прекрасное, то есть записаться к стилисту, какие-то бьюти-процедуры. Здесь вообще история получится очень красивая, очень хорошая. Отдохнуть, расслабиться, казалось бы, среда, но очень хороший день. И аспектов еще таких нет для того, чтобы они начинали как-то нам портить жизнь. Если в работе вам хочется больше, ну, намасштабируйте себе, напишите себе план. Хорошая история куда-то съездить, сходить в ресторан, хорошая история начать изучать что-то, иностранный язык, вписаться в поездку, в командировку в том числе. Очень хороший такой момент. Что-то запланировать себе купить тоже, несмотря на то, что у нас вот буквально несколько денечков доходит уходящий лунный цикл, но кто сказал, что какие-то первые зачатки начинать делать здесь очень плохо? Нет, вообще нормально, начинайте и делайте. 21 августа, это у нас, ребята, четверг. Что мы делаем в четверг? В четверг у нас Луна становится в оппозицию с Плутоном. Луна во Льве. Луна во Льве в оппозиции с Плутоном, и это аспект вообще ни разу не простой. От слова вообще не простой. Обычно на таком аспекте мы находимся в негативе, мы находимся в напряженных настроениях, мы с кем-то боремся, у нас ощущение, что нас кто-то подсиживает, что кто-то наступает нам на пятки, что кто-то с нами воюет, что у нас недостаточно наших ресурсов. То есть Луна в оппозиции с Плутоном – это аспект выживания. То есть здесь придет какой-то такой большой мощный страх, что нам недостаточно, нам чего-то не хватает, у нас чего-то нет, нас не понимают. Еще же к тому же, да, потому что Луна будет во Льве, а это наше такое состояние, когда мы чувствуем себя королями, но не все это оценивают, да, и здесь будет такой внутренний момент взять вот этот как раз-таки Олимп своих ожиданий и реальности. Плюсом здесь еще Луна находится в соединении с Меркурием. Хороший день для того, чтобы договориться, встретить тех самых людей, с кем бы вы хотели, например, идти в популярность, публичность, в известность, потому что Луна во Льве – это история ораторская, это история преподавательская, в том числе это история раскрыть свои какие-то таланты, навыки, качества, пусть они
и ораторский, просто с ораторскими здесь Меркурий у нас как раз-таки рядышком. Если вы решили подтянуться в обучении, какой-то проект взять, образование, тоже история очень хорошо начнет складываться. Как раз-таки здесь Луна в оппозиции с Плутоном компенсирует вот этот момент, когда мы берем сложную задачу, мы перестаем воевать с людьми, агрессировать, да, потому что Луна в Плутоне это не Луна с Марсом, да, Луна с Марсом это когда мы в прямом смысле у нас открытый конфликт, а с Плутоном это когда мы можем вот эти все свои эмоции собрать и не ругаться, а цель какую-нибудь достигнуть. И здесь к новому лунному циклу я хочу сказать, что это очень даже хорошие эмоции, потому что новый лунный цикл у нас будет достаточно активный и мощный. Коридор затмения у нас там на секундочку в новом лунном цикле. Поэтому, дорогие друзья, да, здесь понимаем, что нам на ближайший все-таки месяц нужно брать большую такую мощную цель для того, чтобы наши эмоции, энергии и силы, они все пошли туда, куда нам нужно, а не для того, чтобы мы испортили себе жизнь. И да, идем следом, 22 августа. 22 августа Луна у нас еще во Льве, но Луна у нас уже в квадратуре с Лилит. И это будет день, когда мы будем максимально ощущать, вот, то есть последние часы, да, последние часы перед началом новолуния, да, нового лунного цикла. И здесь Луна встает в квадратуру с Лилит, Венера встает в оппозицию с Плутоном, Марс встает в квадратуру с Юпитером. И если ни о чем это нам еще не говорит, да, то это аспекты противостояний. Плюсом еще точная квадратура Солнца с Ураном. И вот здесь, конечно же, начнется у нас такая история, прям таки, да, 22 августа это у нас пятница, 23 августа у нас уже полноценное новолуние, новый лунный цикл, но сейчас еще расскажу про пятницу, да, как закончится рабочая все-таки неделя. Здесь, конечно же, момент того, что будет внутреннее чувство страха, как будто мы что-то не сделали, как будто мы про себя-то ничего не сказали, не рассказали, как будто мы что-то хотим от своей жизни, но так ничего и не сделали. Здесь хорошее время что-то делать начинать, да. Конечно же, аспекты, когда нужно делать это очень аккуратно, заглядываясь на свою репутацию. Если ходить по собеседованиям, выбирать новую работу, то будьте приземленные. Если вы рассматриваете работу с точки зрения денег, зарплаты, да, то здесь нужно объективно понимать свой уровень жизни. Венера в раке в оппозиции с Плутоном, но при этом здесь тринад Сатурна с Нептуном. То есть здесь нужно приземленно смотреть на свою жизнь, на реалии. То есть вот картинку в соцсетях нужно отключить, да, и посмотреть на свою жизнь, как вот здесь хочется, на самом-то деле, как оно есть, и что именно вот вас сделает счастливым, не как там, потому что там транслироваться может все, что угодно. Оно может на самом-то деле так не быть, но со стороны красиво смотрится. Каждый человек оценивает это по-разному, да. Здесь просто у нас выходит очень такой аспект, который фокус сбивает с реальности. Это Марс в квадратуре с Юпитером. Когда мы хотим так же, как у кого-то, но получается криво, потому что это как у кого-то, это не наше. Нужно посмотреть, как нам хочется в наших отношениях, какой у нас есть партнер, потому что тема отношений на следующей неделе будет очень активно и разыграется Венера в оппозиции с Плутоном, и Марс в квадратуре с Юпитером тоже разыграется. Сейчас у нас в пятницу, в субботу и воскресенье будет максимально точный аспект на этой неделе. Это Солнце в квадрате с Ураном. Когда нам захочется резко, да, то есть если вот нас не оценили среда, четверг, пятница, да, и суббота, когда вот нас не оценили, и нам захотелось резко уйти в закат, стать свободными. То есть это Солнце в квадратуре с Ураном, это аспект разводов. Когда мы не просто уходим из отношений, с которыми у нас было очень много лет связано, да, множество разных приятных моментов, событий вместе, совместных, тут захочется уйти в закат. Или же мы работаем на работе, с которой стабильно у нас есть заработок, но нам вдруг захотелось раскрыть свой какой-то талант и навык, где у нас вообще нет никаких сподвижек этим зарабатывать сейчас себе на жизнь, но в социальных сетях говорят, что эта история прям очень рабочая, да,
И хочется вот так вот сейчас вот взять вот этот фундамент, бросить, уйти в закат и сказать: ой, я хочу все, жить жизнью своей мечты. Мечты это прекрасно. Мечты это прекрасно, но скажу, что еще более прекрасными они становятся, когда они становятся реальностью. Когда ты реально понимаешь, на какие деньги ты пойдешь завтра в магазин купить продуктов, на какие деньги ты будешь, не знаю, заправлять автомобиль, да, платить за квартиру. И это реальность. От нее, поверьте, гораздо приятнее, чем как у соседа, как в социальной картинке. Потому что на этой неделе это будет такой: я хочу вот так жизнь своей мечты. Но здесь нужно на реалии своей жизни спускаться, потому что очень можно много, конечно же, нарубить дров. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны, если вы реально понимаете, что вы не готовы своими новыми навыками зарабатывать себе на жизнь, это закономерность, это не есть плохо. Просто нужно в этом моменте достаточно много сил приложить. А если вы считаете, что как-то вот оно должно само пойти, здесь тогда нужно не просто сил приложить, терпения, знаний, опыта, в том числе для того, чтобы жизнь мечты все-таки превратилась в жизнь реальности, да. И вот такая у нас будет пятница. Пятница у нас будет вообще в состоянии перед началом нового лунного цикла. Силы будут немножко в таком путанном состоянии, потому что Луна в квадратуре с Лилит — это всегда наши страхи, наши эмоции будут выходить на показ. Потому что Луна-то во Льве, Лилит в Скорпионе. Это будет все настолько максимально, это будет настолько все утрировано, что мы проснемся на следующий день, а на следующий день у нас 23 августа, у нас новый лунный цикл, у нас Луна тоже встанет в квадратуру с Ураном, и здесь мы либо начнем резко действовать, да, у нас, конечно же, можно сказать, в субботу новый лунный цикл в Деве, и мы вроде как такие заземленные, да, но когда у нас включен такой аспект мощно разрушающий, то заземление здесь особо не работает. А вот в воскресенье там придет осознание, там придет заземление. Я вообще не спорю, там аспекты гораздо лучше и с осознанием, и с пониманием, и с реальностью. А вот скажите мне, в субботу, да, у нас будут ощущения еще, что мы достаточно можем вот сейчас позволить себе все начать с нуля, уйти в закат, бросить все связи, договоренности, и вот как-то оно сложится. Одно дело, когда это вот так. Совершенно другое дело, если у вас это все спланировано, если вы к этому давно шли и давно откладывали свой, не знаю, какое-то новое дело, какое-то открытие бизнес, новый старт, это какие-то разработки долгие, да, то есть это образовательная деятельность, да, это что-то связано с инженерией, с математикой, с проектированием, да, с чертежами, то есть это не просто компьютерная IT-сфера, да, то есть, возможно, это ваш какой-то прорыв, да, мечта давняя, это не просто мечта, и вы давным-давно ее планировали, тогда, конечно же, да, можно и в пятницу, и в субботу все это дело начинать, и прекрасно здесь все получится. Здесь главное начать. Как говорится, если вы давным-давно к этому шли, ну, начинайте уже это делать, не нужно сидеть очень долго. Одно дело, когда мне пишут очень часто: вот у меня есть стабильная работа, у меня здесь все хорошо, но я хочу вот так. Это прекрасно. Но как жить? Как жить вот с этим вот так прямо сейчас? Может, все-таки параллельно начинать что-то делать еще, если это ваше в какой-то момент ваше хобби, ваша жизнь мечты, оно перетянет финансовую значимость, да, и вы можете позволить себе уйти в свободное плавание. Это тоже такая, знаете, история. Кто-то, наоборот, потом возвращается в большие крупные компании на высокие должности со всем своим опытом, знанием, если, конечно же, берут. Но здесь нужно смотреть, ребят, что вы хотите и сколько вы хотите на это потратить времени, потому что у нас со следующей недели, забегая вперед, у нас начинается ретроградный Уран. И все то, что последние несколько месяцев было в наших головах, оно снова вернется как раз-таки в работу к нам же в голову. То есть если вы вперед не шли эти 2 месяца, то придется снова вернуться назад и понять, почему мы опять в этом не разбирались, почему мы опять были на стопе, почему мы откладывали свое движение, старт, новую работу, новые проекты, новые осознания, да. Ну и да, 23 августа новый лунный цикл, в котором у нас будет коридор затмений. В сентябре с 7 по 21-22 сентября, в зависимости от того, в каком полушарии мы живем, да, ребят. И здесь, конечно же,
лунный цикл будет очень мощный, очень сильный. В новолуние будет сложненько, да. На следующий день после новолуния будет полегче, потому что Луна будет в Деве, будет в секстиле с Юпитером. И с Лилит уже будет в секстиле. Когда мы скажем, ой, что это нас вчера просто разрывало, а сегодня мы уже вообще совершенно в другом ключе, да, то есть мы реально в воскресенье проснемся и скажем, а почему нам в ближайшие 2 дня было так сложно, нас в прямом смысле штормило, наши переживания, вот это вот все, и паника станет уходить. Паника перестанет нагнетать, но скажу вам, что здесь на следующую неделю нужно, конечно же, очень много в себе сделать, чтобы неделя через нее не была такой сильно отрезвляющей, потому что, запоминаем, там у нас Венера в оппозиции с Плутоном, это аспект, либо мы ругаемся, воюем в отношениях, потому что до этого у нас было Солнце в квадратуре с Ураном, когда мы в прямом смысле можем уйти в закат, разрушить отношения, любовь, связи, контакты вообще без разницы, потому что нам просто так захотелось, потому что мы вдруг проснулись и почувствовали себя нелюбимыми или недостаточно любимыми, или нас не поняли, то есть вот нас вот весь мир не понимает, и еще и дома нас не понимают, да. То есть это вот такой аспект, он с хитрецой, понимаете, но после него идут совершенно другие аспекты, где мы можем в любовных отношениях очень сильно ругаться, да, и в социальных отношениях в том числе. Поэтому будьте здесь аккуратны, не портите свою репутацию и понимайте, что неделя, которая у нас с 18 по 24 августа, это очень хорошая неделя для того, чтобы наконец-таки начать. Начать свою новую жизнь. Я не говорю о том, чтобы уходить резко вот прям в закат, да, для того, чтобы ставить себе земные цели, для того, чтобы начинать планировать, идти вперед, в новое развитие. Мир очень сильно быстро меняется, и если мы тормозим, то мы теряем не просто в годах, мы теряем те самые возможности и свои силы, которые у нас есть в этот отрезок времени. Потому что лето у нас мощное, осень у нас будет еще мощнее. И если лето мы вот так просто в легкости протусовались, то осенью не совсем все будут понимать, что нужно прям-таки сейчас плюс 10 своих возможностей сделать. Еще, ребята, не дописала финансовые гороскопы, приболела, и эту неделю мне было очень сложно, поэтому вот вышла с недельным, потому что знаю, что вы очень ждете финансовые гороскопы, которые пригодятся нам в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре в том числе. Очень сильно нам пригодятся в первую половину декабря 100%, да. То есть финансовые гороскопы и осенние будут по плану. В конце видео прикреплю плейлисты, посмотрите. Я что хочу сказать, что подумайте, подумайте, и следующая неделя будет очень важна, да. Если вы чувствуете, что вы на месте застоялись, что вы на месте притормозили, да, а осень это ждет от нас, ну, то есть аспекты как раз будут способствовать тому, чтобы мы ускорились, чтобы мы прям вот, сентябрь будет таким трансформационным, это правда так. Энергии будет очень много у всех, вот прям у всех знаков зодиака будут вот прям такие большие внутренние штормы. Девы с рыбами так вообще. То есть для вас вот этот вот коридор затмений, для того, чтобы вы все свои вот эти сценарии, которые были у вас за последние 2 года, да, чтобы вы вот их решили, пошли вперед, наверх поднялись. Но еще февральский в 26 году тоже будет такой достаточно активный для вас период. Но сейчас такой, знаете, момент осознания для того, чтобы осень у вас, конечно же, получилась в плюсе. Да, то есть сейчас скажете, вот я только дев и рыб люблю. Ну нет, ребята, это я просто сейчас так вот то, что разбиралась уже осенние гороскопы, подготавливаю к записи, поэтому это я уже сейчас помню, да. Скорпионы, естественно, 100% тоже, но сейчас уж, если уж начала, то расскажу про всех, да. Овен, весы, не столько много эмоций, но все-таки, дорогие, здесь тормозить нельзя, отсутствие реализации будут уже включаться в этой неделе. В этой неделе будут уже очень сильно включаться и давать себе эти вопросики, да. Скорпионы, тельцы, конечно же, ребята, только вперед, только активно, мощно, и будет очень классно. Коридор затмений вообще нельзя пропустить, и мы уже на этой неделе, 23 августа, будем очень сильно понимать, каким у нас будет сентябрь. То есть уже сейчас, на этой неделе, нужно планировать свой сентябрь. Понимаете, о чем я говорю?
Я реально это говорю, потому что вот очень важный месяц сентябрь, несмотря на то, что будем, конечно же, мы выпадать, будет нас рассеивать, энергии будет очень много, но тем не менее. Стрельцы и близнецы, да, вот уж связкой. Ребят, у вас история очень сильная, очень мощная, такая же, как у рыб и у дев. Если не идете вперед, останавливаете, тормозите, получится, конечно же, вылавировать, да, вот здесь вот как-то сохранить свои позиции, но вы-то большего хотите, понимаете? И вот этот момент нового лунного цикла, который у нас 23-24 августа, здесь как раз-таки рациональность должна в вас появиться, проявиться, и нужно как раз-таки уже план себе составлять на сентябрь. Не угасать, не тормозить, да, то есть понятно, что страшно, но тем не менее вперед. Кого еще не сказала, рак и козерог. Рак и козерог, ребят, ну у вас очень хорошие истории движения вперед. Вообще, ну, нет каких-то моментов даже вылета. Движение вперед, конечно, для каждой декады по-разному будет немножко проигрываться, да, но тем не менее аспекты очень хорошие на движение вперед. И кто, льва не помню говорила, лев, водолей. Лев Водолей, ребят, ну, у вас, конечно же, мощно, финансовые потоки, движение вперед, идете вперед, отлично, тормозите, но остаетесь на том же уровне. То есть не продвигаетесь вперед, а внутренняя эта составляющая уже говорит, да я-то хочу вперед, я-то уже от вот этого всего устал, да, то есть мне уже с этим миром все понятно, да, то есть можно мне следующий, да, уровень. Поэтому здесь, конечно же, ребят, про кого не сказала, расскажу на следующей неделе в сентябрьских гороскопах. Поэтому, дорогие мои, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Наконец недели будет очень важный, но нужно уже сейчас поступательными движениями идти в свое будущее. Ну а так, конечно, если у вас остались вопросы, задавайте под этим видео. Я постараюсь на все ответить в ближайшее время. Ну и в конце ролика актуальные видео. Выбирайте плейлист, ищите там свой знак зодиака. И я надеюсь, что информация для вас полезная. Собственно, для этого и вещаю. Ну что, ребят, потрясающей недели. Нам нужно только ускоряться, идти в гору. Но увидимся в следующем ролике. Пока-пока.